Прежде чем любое лекарство попадет в ваше тело, его тестируют на крови мечехвоста. 1 литр его крови стоит 60 тысяч долларов. Мечехвосту 450 миллионов лет. Он пережил 5 массовых вымираний и сегодня спасает людские жизни. Когда на Земле появился мечехвост, не было ни птиц, ни рептилий, ни цветов. До появления динозавров еще 250 миллионов лет. 5 раз жизнь на Земле почти заканчивалась. Одно из этих вымираний уничтожило 96% всего живого в океане. Мечехвост пережил и это. Его тело не менялось 200 миллионов лет. Ученые называют это эволюционным стазисом. Природа подобрала ему форму и дальше не стала ее менять. Палеонтологи сравнивают ископаемое возрастом 400 миллионов лет с нынешним видом. Разница почти незаметна. Многие по внешнему виду относят его к крабам, но это не так. По классификации National Zoo мечехвост по своей природе ближе к паукам и скорпионам. Согласно данным Florida Fish, сегодня на Земле существует 4 вида мечехвостов. Один атлантический Lemurus polyphemus и 3 азиатских. Атлантический мечехвост обитает вдоль восточного побережья Северной Америки, от штата Мэн до Мексики. Размер взрослой особи достигает до 60 см, самки крупнее самцов. Согласно данным National Zoo, мечехвост живет до 20 лет. Половой зрелости он достигает только к 9-11 годам. Сотни миллионов лет мечехвосты существовали рядом с трилобитами. 252 миллиона лет назад трилобиты исчезли с лица Земли, мечехвосты остались. Согласно исследованию NCBI, 300 миллионов лет назад геном мечехвоста полностью удвоился, но внешне его тело совсем не изменилось. 66 миллионов лет назад метеорит уничтожил большую часть жизни на Земле вместе с динозаврами. Мечехвост пережил и этот удар. Тело мечехвоста делится на 3 части. Просома – голова с ногами, опистосома – брюшко и тельсон – хвост. Каждая часть отдельная функция. В просоме сосредоточено все главное: мозг, сердце, нервная система, кишечный тракт. Один отдел отвечает за весь контроль над телом. У мечехвоста 113 отдельных групп мышц и более 750 индивидуальных мышц. У человека около 650, при том, что мечехвост в 17 раз легче. Кровь мечехвоста синяя. По данным National Zoo, в ней нет железа, вместо него медь. Именно медь в составе гемоцианина окрашивает кровь в синий цвет. Согласно патентной базе USPTO, гемоцианин мечехвоста состоит из 48 субъединиц. Для сравнения, гемоглобин человека 4 субъединицы. У мечехвоста 5 пар жабр. Каждая содержит около 150 тонких пластин ламелей. Ученые из Мэриленд ДНР называют их книжными жабрами. Те же жабры, которые дышат, одновременно работают как и весла, которые помогают в передвижении. Молодые мечехвосты буквально гребут ими в воде. Во время линьки мечехвост поглощает воду через жабры. Это не случайность. Так он намеренно расширяет новый панцирь изнутри, пока тот еще мягкий. Согласно исследованию журнала Lab Animal, средний сегмент каждой ноги мечехвоста покрыт шипами. Ими он перетирает пищу. Чтобы поесть, мечехвост должен двигаться. Многие думают, что хвост мечехвоста – это оружие. Комиссия по охране дикой природы Флориды это опровергает. Им мечехвост рулит в воде, отталкивается от дна и переворачивается, если упал на спину. Мечехвост плавает вверх ногами. Панцирь снизу, ноги сверху. Согласно журналу Lab Animal, это его естественное положение в воде, а не случайность. Панцирь мечехвоста состоит из 3 секций. Он не жесткий. При каждом движении панцирь изгибается. Это позволяет мечехвосту маневрировать на дне. Сердце мечехвоста расположено не как у обычных существ. Оно представляет собой длинную трубку. Она проходит через все тело, от головы до брюшка, вдоль центральной оси. В крови мечехвоста циркулируют амебоциты, клетки врожденного иммунитета. Согласно исследованию NCBI, при контакте с бактериальным эндоксином они мгновенно образуют сгусток.
Реакция запускается цепочкой: фактор С, фактор В, фермент свертывания и финальный белок коагалин. Этот каскад был описан учеными Левином и Бангом. Вся цепочка срабатывает за секунды. Зрение мечехвоста изучают с середины прошлого века, и каждый раз ученые находят что-то новое. Глаз у него 10. Два главных глаза сложные, фасеточные. Каждый состоит из около 1000 отдельных линз, оматидий. Мечехвост единственный живой хелицерат с такими глазами. Фоторецепторы мечехвоста самые крупные среди известных животных. Если сравнить с человеческими глазами, они в 100 раз крупнее. Количество светочувствительных пигментов апсинов у мечехвоста 18, у человека их 9, поэтому он воспринимает световой спектр принципиально иначе. Среди всех 10 глаз 2 медиальных глаза особенные, они видят ультрафиолет. Именно по фазе Луны мечехвост определяет, когда выходить на берег для нереста. Ночью чувствительность этих глаз резко возрастает. Мечехвост чувствует полнолуние даже под водой, даже в темноте. На хвосте мечехвоста, тельсоне, тоже есть фоторецепторы. Они передают сигнал в мозг и помогают ему синхронизироваться с циклами света и темноты. В середине 20 века ученый Хелдан Хартлайн начал изучать глаза мечехвоста в университете Рокфеллера. Хартлайн получил Нобелевскую премию по физиологии в медицине в 1967 году за открытие, которое стало возможным только потому, что мечехвост существует и его глаза устроены именно так. Он открыл латеральное торможение. Возбужденный нейрон подавляет соединение, и контраст усиливается. Без этого механизма ни вы, ни любое другое зрящее существо не видело бы четких границ предметов. Эти же исследования помогли понять механизм пигментного ретинита, заболевания сетчатки, которое ведет к необратимой слепоте. Зрение мечехвоста объяснило то, что происходит в глазах человека. Два рудиментальных боковых глаза начинают работать еще до вылупления, прямо в яйце. Существо, которое видит мир еще не родившись, этих яиц откладываются тысячи за один раз. Каждую весну в мае и июне миллионы мечехвостов одновременно выходят на берег. В полнолуние и новолуние это один из крупнейших массовых нерестов на планете. Главное место – залив Делавэр. Согласно данным NGDEP, это крупнейшая нерестовая популяция мечехвостов в западном полушарии. Самка подходит к берегу первой, она зарывается в линию прилива и откладывает тысячи яиц в несколько отдельных кладок, самец оплодотворяет их снаружи. К одной самке могут прикрепиться несколько самцов одновременно. Оплодотворение всегда внешнее. Этот способ размножения мечехвост не менял с палеозоя. Выход на берег точно совпадает с полнолунием, не случайно. Именно ОФ глаза фиксирует пик ультрафиолета в полную луну. Это и есть сигнал к нересту. Яйца мечехвоста – концентрированный жировой источник питания. Для перелетных птиц, которые останавливаются здесь на пути в Арктику, это единственный шанс пополнить запасы энергии. Краснозобик – небольшая птица, летит из огненной земли в Арктику, более 19 тысяч километров. Залив Делавэр – его последняя остановка перед финальным броском. Птицы прилетают истощенными, они теряют половину своего веса в пути. Если яиц мечехвоста на берегу нет, краснозобик не долетит. В 1989 году популяция краснозобика составляла 99 тысяч, в 2021 году 6800. Между 2002 и 2017 годами численность мечехвостов в зоне Делавэр сократилась на 90%. Причины – перелов и разрушение пляжей. На дне мечехвост питается червями, моллюсками и падалью. Он неизбирателен. По данным National Zoo, его рацион не изменялся с палеозоя. Прежде чем стать взрослым, молодой мечехвост линяет от 16 до 17 раз. Каждая линька – новый панцирь, каждый новый панцирь на шаг ближе к берегу. Каждый укол, который вы получали в жизни, был безопасен. Не потому, что так решил производитель, потому что его проверила синяя кровь мечехвоста. Limulus амебоцит лайзейт, сокращенно LAL, единственное вещество на Земле, которое за секунды обнаруживает бактериальный эндотоксин в инъекционных препаратах. Эндоксины – компоненты грамотрицательных бактерий, их нельзя убрать стерилизацией. Попадая в кровь, они вызывают лихорадку, септический шок и смерть.
До ЛАЛ безопасность лекарств проверяли на кроликах, вводили препарат и ждали появления лихорадки, иногда несколько дней. В конце 50-х патобиолог Фредерик Банх и его коллега Джек Левин наблюдали кое-что необычное. Синяя кровь мечехвоста сворачивалась при контакте с бактериями мгновенно. Амебоциты крови реагируют на эндотоксин образованием плотного геля не за минуты, за секунды. ФДА одобрил этот тест в 1977 году, к 90-м он стал мировым стандартом. Вакцина от COVID-19, которую получили миллиарды людей, прошла проверку ЛАЛ, прежде чем попасть в шприц. Каждый имплантант, каждый кардиостимулятор тоже. Каждый год для биомедицины изымают от 15 тысяч до 1 миллиона мечехвостов. У каждого берут до 30% крови, потом возвращают в океан. Как вы думаете, сколько из них выживает? По независимым исследованиям, от 10 до 30% погибают после изъятия крови. Это сотни тысяч особей в год. 1 литр крови мечехвоста стоит от 13 до 60 тысяч долларов. Отрасль называют ее голубым золотом. Ежегодный оборот сотни миллионов долларов. Синтетическая замена существует с 90-х. Рекомбинантный фактор С воспроизводит первое звено каскада, но ФДА требует отдельной валидации для каждого нового применения. В 2021 году появился первый реагент, который воспроизводит весь каскад целиком, не одно звено. Япония и Китай уже перешли на него. Западная фармакопея пока нет. Мечехвост внесен в красный список МСОП как уязвимый вид. Популяция сокращается, спрос на ЛАЛ растет. Это противоречие никто официально не решил. Менее 1% зараженных людей в мире получают лечение от болезней, которые ЛАЛ помогает предотвратить. При этом 99% безопасных уколов благодаря мечехвосту. ЛАЛ-тест применяют и для диагностики. Инвазивная грибковая инфекция – результат за несколько часов. Раньше на это уходили дни, иногда дни, которых у пациентов не было. Каждый год мечехвост спасает миллиарды людей, и никто из них не знает его имени. Следующая глава о том, что случится, если он исчезнет. Мечехвост не живет отдельно. Каждый панцирь – это целая экосистема. На нем обитают десятки видов организмов – водоросли, мидии, устрицы, черви. Он несет их на себе всю жизнь. Этих организмов называют эпибионтами. Один мечехвост может нести на себе несколько сотен таких существ одновременно. Без мечехвоста им негде жить. В 2012 году на промысел мечехвоста ввели квоты. Но популяция продолжает сокращаться. Квоты не успевают за темпом изъятия крови. Как вы думаете, сколько времени у нас еще есть? Мечехвост перекапывает дно в поисках пищи. Это аэрирует донный осадок и влияет на всю донную экосистему. На червей, моллюсков, личинок рыб. Убейте его, и дно замрет. Черепахи, акулы, рыба – все они питаются мечехвостом или его яйцами. Он стоит в основании нескольких пищевых цепочек одновременно. Исчезновение одного вида потянет за собой десятки. О том, что мечехвост спасает жизни людей, жертвуя при этом своей, знают немногие. Поделитесь этим видео, чтобы это узнали и другие. Напишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. До встречи, друзья!